Имя Джана Ямана давно вышло за пределы Турции. Сегодня он международный актер, работающий в Европе, лицо масштабных проектов и герой многомиллионной аудитории. Но за эффектной внешностью и статусом звезды стоит история, в которой случайность, дисциплина, языки и внутренняя скромность играли куда большую роль, чем амбиции. В последнее время у Джана появилось еще больше новых поклонников, и мы решили собрать интересный факт об актере. Джан Яман родился в семье с богатой географией и культурным наследием. По отцовской линии он потомок югославских иммигрантов. Его бабушка была македонкой. Дед по материнской линии – рыжеволосый бизнесмен, гражданин Швейцарии, владевший 6 языками. Тетя живет в Шотландии. Сам Джан – единственный ребенок в семье. Его родители были очень молоды, когда он появился на свет. Маме было 22 года, отцу 27. Они развелись, когда Джану было всего 5 лет, и он почти не помнит их вместе. Однако, несмотря на расставание, родители сохранили дружеские отношения. Будни он жил с матерью, а выходные проводил с отцом. По его словам, жизнь была спокойной и наполненной любовью. Сегодня отец живет в Бодруме вместе с братом и предпочитает уединенный образ жизни. В этом Джан видит сходство с собой. Мама после выхода на пенсию увлеклась танго, организует фестивали, а многие поклонники актера стали ее учениками. Несмотря на расстояние, семья остается близкой. «Мы далеко друг от друга, но наши сердца всегда рядом», — говорит он. Отец Джана всегда подчеркивал важность образования. Именно он настоял на том, чтобы сын получил серьезную профессию, которой можно будет воспользоваться в любой момент жизни. После колледжа Бильфен Джан поступил в итальянский лицей. В год туда принимали всего 80 учеников, и для него было принципиально стать одним из них. Уже в начальной школе он выучил английский язык, а в старших классах понял, что языки способны открывать двери по всему миру. Он утверждает, что может освоить новый язык за 2-3 месяца. Благодаря академическим успехам учился по стипендиям и окончил школу в первом выпуске. Позже Джана выбрали в число 36 лучших турецких студентов для программы обмена в США, где он год жил в американской семье. Этот опыт расширил горизонты и укрепил стремление к международной карьере. Изначально об актерстве Джан даже не задумывался. По совету отца он поступил на юридический факультет университета ЕДТП, воспользовавшись баскетбольной стипендией. Мечтал стать международным юристом, интересовался морским правом. Однако стажировка и работа в адвокатской конторе быстро разрушили иллюзии. 12 часов перед компьютером, формальности и искаженное восприятие слов в судебной системе – все это его разочаровало. Он вспоминает, что впал в депрессию. Ему не хватало движения, живого общения, энергии. Именно тогда он вспомнил о театральных курсах при университете, которые предлагались для развития пластики. Сначала это было хобби, затем индивидуальные занятия актерским мастерством и уже потом первые пробы. «13 лет назад в его жизни произошел поворотный момент – встреча с агентом, который остается рядом с ним до сих пор. Джан подчеркивает, что никогда не мечтал стать актером. Агент убедил его попробовать, и с тех пор они работают как семья. По его словам, это редкий случай в индустрии. Сегодня агент представляет только его одного. Вот в чем секрет. Когда в дело вовлечена любовь, все меняется, говорит Яман. Его дебют состоялся в сериале «Гönül işleri». Первая проба оказалась неудачной. Режиссер заявила, что он слишком красивый, слишком мускулистый и слишком нарядный для этой роли. Ему предложили похудеть и сделать себя проще. Он принял вызов. На второй пробе услышал: «Теперь ты идеален». После этого кастинги в его жизни практически закончились. В Турции успех сериала мгновенно делает актера знаменитым. Широкая публика полюбила Джана по романтическим комедиям. Хотя жанр был один, персонажи, по словам актера, принципиально отличались. Джан не любит повторяться и всегда стремится менять образ даже внутри одного направления. При этом Яман признается, что иногда скучает по легкости и импровизации романтических проектов. Актер обсуждал с продюсерами идею создания ситкома из 100 серий по 20 минут, формата подобного сериала «Друзья». Джану важно работать с комфортной командой и иметь пространство для импровизации. Однако последние годы карьера актера связана с более масштабными и физически сложными проектами. Ради роли Сандакана Джан переехал в Рим.
Съемки были отложены из-за пандемии, и актер остался в Италии, параллельно участвуя в других проектах, включая «Эль Турко». Подготовка включала верховую езду и боевые навыки. Все это потребовалось для воплощения легендарного героя. Съемки заняли всего 4 месяца. Чтобы уложиться в сроки, нужно было прийти на площадку полностью готовым. Одну из сцен в 5-м эпизоде он снимал 10 часов босиком в ледяной реке. Между дублями для него подготовили теплую ванну, чтобы избежать переохлаждения. Эпизод поставили в последний съемочный день, на случай, если актер заболеет. Образ физически сильного и харизматичного мужчины часто провоцирует разговоры о альфа-самцах. Сам Джан относится к этим ярлыкам скептически. Он считает банальной моду на сравнение себя с хищниками и демонстративную маску силы. Гораздо ближе ему концепция сигма-мужчины, человека, который не вступает в бессмысленные соревнования, не стремится что-то доказывать любой ценой и не боится проявлять нежность. На первый взгляд я могу казаться типичным альфа-самцом, но на самом деле я полная противоположность. Мне не нужно ничего доказывать, мне ближе спокойствие и доброта, признается Джан. Несмотря на уверенный публичный образ, Джан Яман признается, что интервью даются ему нелегко. Его слова не раз вырывали из контекста и использовали против него. Именно поэтому Джан предпочитает говорить мало и позволять работе говорить за себя. Как говорят футболисты, я отвечу на поле, отмечает актер. От выпускника юридического факультета до международной звезды путь Джана Ямана действительно уникален. Он не мечтал об актерстве, но принял случай как вызов. Джан мог стать юристом-международником, но выбрал сцену. Он выглядит как тигр Малайзии, но говорит о нежности и спокойствии. И, возможно, именно эта внутренняя противоречивость, сила и мягкость, амбиция и скромность делают его одним из самых интересных актеров своего поколения. А какой из фактов из жизни Джана удивил вас больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.